Что на самом деле скрывалось за слезами Чонгука перед камерой? Почему Тэхён внезапно исчез из поля зрения? За этими влажными глазами скрывалось что-то невысказанное. Правда, которую, возможно, не все были готовы услышать. Прежде чем продолжить читать, напишите в комментариях, что вы думаете об отношениях этих двоих. Ставьте лайк, если чувствуете, что у них есть что скрывать. И не забудьте подписаться, чтобы не пропустить следующее обновление. Что заставляет человека, кажущегося сильным перед всем миром, внезапно пасть духом перед камерой? Почему некогда твердый голос начал дрожать, а глаза, излучавшие спокойствие, превратились в окна, полные ран? Этот вопрос заполонил разделы комментариев, попал в тренды на разных платформах и потряс сердца миллионов поклонников по всему миру. Когда Чонгук, участник BTS, известный своим спокойствием, внезапно и без предупреждения расплакался во время прямой трансляции, все поняли, что это не обычный плач, что-то произошло. И что самое интригующее, имя Тэхёна эхом звучало в каждом шепоте любопытства. Поначалу никто не заметил знаков. Чонгук, как обычно, начал прямую трансляцию с широкой улыбкой, приветствуя поклонников мягким голосом. Но за этой улыбкой повисла короткая пауза, доля секунды, которую можно было бы и не заметить, если бы не слишком честная камера. Пауза, которая ощущалась так, будто кто-то держал что-то тяжелое в груди, слишком тяжелое, чтобы вынести это одному. Затем он сказал: «Я хочу поговорить кое о чем, но не знаю, с чего начать». Тысячи людей тут же затаили дыхание. Наступила долгая тишина. Его дыхание замедлилось, почти дрожало. Камера продолжала работать. Яркий свет софитов обрамлял его внезапно побледневшее лицо. Он опустил глаза, пытаясь заговорить, но голос оборвался на полуслове. «Я просто…» — сказал он, прежде чем закрыть лицо обоими руками. И вот здесь все изменилось. Слезы полились одна за другой. Сцена, что потрясла интернет. Чонгук плакал перед камерой и упоминал имя Тэхёна. Мир отреагировал быстро. Твиттер, ТикТок и Ютуб заполонили кадры этого момента. Что же произошло на самом деле? Почему он плакал? Связано ли это как-то с Тэхёном? Хэштеги взорвались в унисон, заняв лидирующие позиции в мировых трендах. Но за этим шумом скрывалось кое-что еще – молчание Тэхёна. Никаких публикаций, никаких комментариев, никаких признаков жизни в интернете в течение нескольких дней. И чем дольше длилось молчание, тем больше становилось домыслов. Некоторые фанаты вспоминали их последнее общение. В интервью несколькими неделями ранее они выглядели немного неловко. Чонгук, что необычно, почти не общался, а Тэхён избегал прямого зрительного контакта. «Может, они ссорились?» – пошутил один из пользователей сети. Но теперь все начали переосмысливать. Было что-то в том, как Чонгук произнес это имя сквозь слезы. «Надеюсь, он знает. Я не злюсь», – тихо прошептал он. Эта фраза повисла в воздухе, словно загадка. Что произошло между ними? Зачем Чонгуку пришлось уточнить, что он не злится? И почему на его лице было написано чувство вины? Некоторые внимательные фанаты заметили маленькую деталь. Черный браслет на запястье Чонгука точно такой же, который носил Тэхён. Но на этот раз браслет выглядел тусклым, словно его давно не снимали. Во время прямой трансляции Чонгук долго смотрел на этот браслет, а затем крепко зажмурил глаза, словно пытаясь сдержать слишком болезненные воспоминания. В тот вечер более 10 миллионов человек посмотрели прямую трансляцию Чонгука за 30 минут. Но вскоре после этого видео было внезапно удалено. Никаких объяснений. Big Hit Entertainment опубликовали лишь краткое сообщение. Чонгук отдыхает, и ему нужно немного времени для себя. Никаких дополнительных подробностей, просто молчание. А в мире, жаждущем объяснений, молчание стало самым мощным топливом для теорий. Фанаты начали собирать воедино пазлы, старые интервью, концертные клипы, закадровые моменты с участием этих двоих. Некоторые вспоминали, как Тэхён, казалось, смотрел на Чонгука дольше обычного, другие находили фрагменты видеоблогов, где они сидели вместе в тишине, но их выражения лиц говорили о многом. «Что-то изменилось с тех пор, как они вернулись из Парижа», — написал один из фанатских аккаунтов. «Они выглядят как два человека, пытающихся улыбаться, скрывая то, что уже треснуло внутри». Загадка усугубилась, когда на следующий день после слез Чонгука в личном аккаунте Тэхёна появилось короткое предложение. Некоторые истины слишком тяжелы, чтобы ими делиться. Только это, без контекста. Но для миллионов людей, уже захваченных этой историей, эти слова стали словно маслом в огонь. Был ли это ответ, признание или предупреждение? Источники из близкого окружения рассказали, что их отношения были напряжены. Не из-за обиды, а из-за недопонимания, которое оставалось неразрешенным слишком долго. «Это личное», – осторожно сказал один менеджер. «Личное» – простое слово, полное бесконечных возможностей. Но публика на этом не остановилась. В мире, где каждый взгляд, каждое слово, каждый жест можно интерпретировать, молчание лишь подогревает любопытство. Когда Чонгук несколько дней не появлялся на репетициях, возникло множество домыслов.
Встречались ли они с Тэхёном тайно? Они все еще общаются или все окончено? И поскольку ответов не было, любопытство переросло в одержимость. Появилось сотни аналитических видео с крупным планом, показывающих выражение лица, изменение тона, любоятные движения тела. Каждая секунда была проанализирована. Каждый жест рассматривался как подсказка. Смотрите, вот Чонгук смотрит безучастно, пока Тэхён говорит. И обратите внимание, Тэхён сжимает микрофон крепче обычного. Это не совпадение. В радиоинтервью неделю спустя Чонгук выглядел спокойным. Но в его глазах чего-то не хватало. На вопрос о том, как он себя чувствует в последнее время, он просто ответил: «Я учусь отпускать». Простое предложение, но такое тяжелое для тех, кто знал эту историю. И как ни странно, несмотря на все теории о напряжении, многие фанаты считали, что это не конец, а процесс исцеления. «Может быть, они исцеляются», — написал один из комментариев, который лайкнули сотни тысяч. «Иногда слезы — это не слабость, а то, как человек позволяет своим ранам говорить». Однако не все согласились. Некоторые считали, что слезы Чонгука были извинением. Другие думали, что произошло что-то более глубокое, что-то слишком чувствительное, чтобы делиться им публично. «Это видно по его глазам», — написал один фанат. «Это не просто грусть, это потеря». До сих пор нет никаких официальных разъяснений, но одно несомненно – мир увидел другую сторону Чонгука. Хрупкую, честную, человечную. За всеми теориями его слезы остаются самым мощным символом чего-то более глубокого, чем дружба, более сложного, чем непонимание, чувство, которое по-настоящему понимают только они двое. В ту ночь, когда студийный свет погас, а мир продолжал гадать, Чонгук молча сидел перед выключенной камерой. Он смотрел на свое отражение, его губы тихо шевелились, он шептал одно и то же имя – Тэхён. Но эта ночь была не концом. Когда камера выключилась и мир начал засыпать, в студии Чонгука все еще горел слабый свет. Он сидел один перед ноутбуком, уставившись в пустой экран, словно ожидая чего-то, что никогда не наступит. Ночь была холодной, но холоднее было кое-что другое – расстояние между двумя неразлучными сердцами. Его руки дрожали, когда он открывал старую папку под названием «Парижские воспоминания». Внутри были фотографии и короткие клипы. Они с Тэхёном смеялись у сены, пили кофе росистым утром, но в ту ночь каждый смех казался тенью прошлого, ставшего бременем. Одно видео под названием «Bridge» Тэхён Scam заставило его остановиться. В нем Тэхён тихонько снимал Чонгука, пока они шли по мосту. «Эй, посмотри!» – произнес мягкий голос Тэхёна. Чонгук повернулся и улыбнулся. Естественной, беззаботной улыбкой. Улыбкой, которая теперь казалась такой далекой. Чонгук нажал на паузу, долго смотрел на экран, а затем тихо прошептал: «Ты тоже все еще смотришь на это, да, Тэ?» Эти моменты накатывали в его голове бесконечными волнами. Каждое воспоминание приносило чувство вины и утраты. Возможно, все началось с чего-то незначительного. Недосказанные фразы, непрочитанного сообщения, незаметно растущей дистанции между суетой жизни и гордостью. Спустя несколько дней после той прямой трансляции СМИ разразились еще более бурными обсуждениями. Некоторые утверждали, что Чонгук переживает эмоциональный стресс, потеряв чье-то доверие. Другие говорили, что у них возник конфликт из-за личных проектов. Но те, кто внимательно слушал, видели. Глаза Чонгука уже не были такими яркими. Он улыбался на сцене, но улыбка так и не коснулась его глаз. Тем временем Тэхён хранил молчание. Никаких интервью, никаких публикаций, но молчание только усугубляло ситуацию. Всякий раз, когда появлялся Чонгук, имя Тэхёна упоминалось снова. Фанаты надеялись, что однажды они снова появятся вместе, улыбающиеся, словно между ними никогда не было слез. Тем не менее, некоторые сомневались, что их отношение когда-нибудь вернется к прежнему. Корейский мир развлечений не щадит эмоции, особенно когда речь идет о таких громких именах, как их. Некоторые говорят, что иногда самая искренняя любовь просто не выживает под светом софитов. Возможно, так и случилось. Два сердца болели, не в силах сблизиться, не разбившись снова. Однажды один из фанатов обнаружил нечто, вызвавшее бурю возмущения. Во время сольного концерта Чонгука в Пусане он изменил строчку в своей финальной песне. Первоначальная строчка была «Ты мой свет во тьме».
Но в этот вечер он спел «Ты мой свет даже сейчас». На мгновение зал затих, а затем разразился криками. Выражение лица Чонгука не изменилось, его глаза блестели. На экране за кулисами появились силуэты двух идущих рядом фигур. Фанаты были уверены, что это Чонгук и Тэхён. Видео с концерта стало вирусным в считанные часы. Было ли это его посланием Тэхёну? Признанием или прощанием? У каждого были свои теории, но одно было несомненно. Слезы, пролитые в ту ночь, были настоящими. На следующий день журналист написал: «Мы часто забываем, что за каждой трогательной песней стоит кто-то, кому действительно больно». Чонгук не притворяется. Он ищет ту часть себя, которую потерял. Цитата разлетелась по всему миру. Фанаты со всего мира присылали письма поддержки. Хэштеги «We love you, Чонгук» и «Always with Тэхён» снова стали мировыми трендами. Но за всей этой любовью скрывался тихий страх. Страх того, что у этой истории может никогда не быть счастливого конца. Никто не знал, что тем же вечером Чонгук отправил сообщение на номер, с которого давно не звонил. «Мне жаль, не потому что я не хочу говорить, а потому что боюсь, что мои слова могут все усугубить». Сообщение было отправлено в 2:43 ночи, ответа не было. Но в 3:01 появилось уведомление. Сообщение прочитано. Чонгук долго смотрел на экран, время словно остановилось. Он знал, кто его прочитал, но не знал, услышит ли этот человек. Дни тянулись медленно, словно мир затаил дыхание. Чонгук появлялся редко, но когда появлялся, в его глазах всегда читалась тихая усталость. Однажды фотограф запечатлел его стоящим у реки Хан в черной толстовке с капюшоном и маске, почти час неподвижно смотрящим на воду. Эта фотография стала символом одиночества в жизни человека, окруженного миллионами, но при этом совершенно одинокого. Тэхён Фнанся появился в другом месте, на модном показе в Токио. Он выглядел элегантно, улыбаясь, как всегда, мягко. Но для тех, кто внимательно наблюдал, это уже была не та улыбка. За ней была отстраненность, тихая боль, которую не мог скрыть даже самый яркий свет.